Полет коршуна в небе – зрелище, которое невозможно забыть. Птица величаво парит над облаками, редко взмахивая своими мощными крыльями. Сегодня речь пойдет о черном коршуне, гордом и уникальном хищнике, заслуживающем внимания. Недавно ученые обнаружили удивительный факт: черный коршун, обитающий в Африке, Евразии и Северной Австралии, оказывается настоящим мастером по украшению интерьера. Птица охотно собирает блестящие предметы вроде зеркал, лоскутков, пластиковых пакетов и прочих ярких мелочей, чтобы украсить свое гнездо. Это необычное поведение делает коршуна настоящим дизайнером среди пернатых. Однако, со временем, более зрелые и опытные коршуны перестают заниматься такими украшательствами. С возрастом они становятся практичнее и перестают добавлять в свое жилье ненужные предметы, которые могут привлекать врагов. Эти птицы отличаются от многих своих родственников тем, что живут и охотятся большими стаями. Часто можно увидеть целую группу черных коршунов, сидящих рядом на деревьях, будто куры в курятнике. Эти хищники не боятся ни людей, ни других зверей, и часто в теплые края улетают целой компанией. Жить в коллективе им гораздо веселее и безопаснее. Как только коршуны находят себе пару, начинается самое интересное. Когда самка готовится к высиживанию яиц, самцы разделяются на две группы. Одна из них патрулирует территорию в поисках врагов, а другая занимается добычей пищи. Все четко организовано, словно в армии. Эти птицы – настоящие мастера по ремонту и благоустройству своих гнезд. С каждым новым сезоном, возвращаясь из теплых краев, коршуны активно ремонтируют и укрепляют свои старые жилища. Их гнезда расположены так близко друг к другу, что напоминают настоящий птичий коттеджный поселок. Отдельно стоит отметить голос этих птиц. В отличие от многих других пернатых, черные коршуны не поют и не щебечут. Их крик больше похож на ржание лошади, что может сильно напугать случайного прохожего в лесу. Этот необычный звук делает их еще более загадочными и пугающими. Когда на территорию коршунов вторгается враг, все члены семьи действуют слаженно, словно хорошо подготовленная команда. Если опасность возникает рядом с гнездом, самка расправляет крылья над своим домом, создавая своеобразный щит, и громко зовет самца на помощь. Пока он мчится к гнезду, самка уже вступает в бой с противником. Когда самец прибывает, он принимает бой на себя, а самка возвращается к охране потомства. Однако самое удивительное в поведении этих птиц – их отношение к пожарам. В отличие от большинства животных, которые спасаются бегством, коршуны используют огонь для своей выгоды. Они подхватывают горящие ветки и переносят их в другие части леса, чтобы вызвать новые очаги пожара. Но делают они это не ради разрушений, а ради охоты. Огонь заставляет животных бежать, и это становится легкой добычей для коршунов. Черные коршуны – это удивительно умные и хитрые птицы, которым не страшны пожары или враги. Они используют любые условия для своей выгоды и всегда остаются победителями в борьбе за выживание.